Представители знака зодиака Дева. Здравствуйте, мои дорогие девы. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 16 по 22 октября. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Это общий информационный прогноз. Он не расскажет о личной истории, жизни, перипетиях каждого из нас. Но я так надеюсь, что какой-то инсайт мы получим или как минимум проведем с вами приятное время или какой-то, может быть, как подсказку или возможность просчитать ваш вопрос, который у вас сейчас злободневно стоит на повестке дня, недели. У вас получится тоже на пару шагов вперед, как будто предопределить. И у нас сегодня колода карт Таро Истока, новая колода. И неделя с 16 по 22 это как раз неделя, когда у нас 14, если мы говорим солнечное затмение, и оно пробудет в весах, как раз тут время, когда мы можем сгладить какие-то острые углы, если это необходимо, найти взаимопонимание, но не путем где-то соглашательства, нет, а употребить эту дипломатию, чтобы объясниться и быть правильно понятым. То есть все-таки фокус на самих себе, на наших интересах. И 28 октября у нас будет в Тельце лунное затмение. Вот такой короткий коридор затмений, он может высветить вопросы, связанные отношения или взаимоотношения, как и с близкими, так и в социуме, и вопросы финансов, дальнейшей какой-то траектории движения или обстоятельства жизни к этому времени нас как будто подводят к какому-то итогу, заставляя тоже что-то перепланировать. И кому будет интересно, я оставлю ссылку в инфобоксе. У меня есть видео «Коридор затмений» для вашего знака и для всех знаков зодиака. Вы можете и посмотреть по Луне, по асценденту. Никогда не знаешь, откуда подсказка придет, правда? И я так думаю, тоже будет вам чем-то полезным. Но мы идем вперед. И давайте на новой колоде. Холодная колода такая, беспристрастная. Вот давайте сделаем Таро расклад на неделю. Первая карта традиционно у нас будет важное событие или что важно знать. Может быть, сфера жизни, чем вы будете заниматься в течение этой недели. Неожиданное событие. Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Что за нас? Что скрыто? Давайте достанем такую карту. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес. Посмотрим энергетику денежную, что на неделе, как видят карты. И личная жизнь. Достанем карту «Совет». Подведем итог всем предыдущим картам. Итак, что важно знать, по мнению карт, для вас? Шестерка чаш. Мы можем вспомнить, или сами люди о себе из прошлого могут нам о себе напомнить, как будто есть тут взаимодействие. Но это уже с людьми проверенными, в которых мы уже как будто абсолютно не сомневаемся, которые нам могут оказать какую-то поддержку, кстати, дать нужный совет. И не просто такой абстрактный, а конкретно какая-то помощь будет в нем состоять. По этой карте могут быть возобновлены какие-то даже отношения из прошлого, если долгое время они у нас были либо в небытие, да, бывает такое, что по какой-то причине либо отношения эти самые ставятся на паузу, и не обязательно это личная жизнь, иногда и дружба тоже, мы друг друга не видим, не слышим, а потом вспомнили и списались, и договорились и встретились, и такое вот может быть. Вообще, опять же, диалоговая форма, это как раз у нас Марс в весах, да, еще пока, или мы говорим про солнечное затмение в весах, дипломатия, диалог, это все для нас будет в плюс. И как важное событие, умение, наверное, сгладить острые углы, если это необходимо, где-то себе в чем-то не навредить, в тех позициях, которые нам тоже важны, нужны, договориться, быть правильно понятыми. Вот по этой карте все у нас как будто происходит. Но, или, если мы про отношения, то тогда на самом деле какая-то ваша личная история или те отношения с человеком, которого вы знаете,
могут как будто вспыхнуть отношения с новой силой или с каким-то новым интересом, может быть, большей душевностью, но по этой карте самое главное, проходит такой момент, как искренность, понимаете, вот такое редкое качество в людях, вот какие-то искренние отношения, которым мы можем доверять. Хотя у кого-то это будет касаться и работы. Неожиданные события. Иерофант. Но тут мы можем столкнуться с какими-то, ну, допустим, как начиная от оформления документов у высоких чиновников или хождения по каким-то инстанциям. Тут как будто это было запрограммировано. Что-то вы можете в связи со сложившейся какой-то обстановкой, все-таки это старший аркан, или обстоятельства вашей жизни вынуждают, как будто тоже, может быть, что-то оформить, куда-то отправиться, что-то пересмотреть, подписать, согласовать, заключить контракт. Или по этой карте Иерофант мы готовы где-то учиться, либо, мои дорогие, это где-то ваша карта, по сути дела. К вам могут обращаться за советом. Девы знают все. И вот по части Иерофант, может быть, ваш именно совет будет кому-то очень ценен. И какие-то даже с учетом шестерки чаш о вас могут вспомнить люди из прошлого, потому что вспомнят и скажут, ну надо же, вот у меня же ведь был такой знакомый, знакомая или друг, подруга, на которую и положиться можно в трудную минуту, и действительно какой-то рациональный совет может дать. Вот здесь по карте Иерофант, как и мы можем выступать в роли учителя, так и где-то мы идем вперед, учимся чему-то, открыты все-таки миру. По Иерофанту нищий не бывает Иерофант, поэтому какая-то финансовая стабильность, в принципе, спокойная неделя, об этом говорят, размеренная какая-то даже неделя. И вот тот план, который вы наметили, скорее всего, он у нас будет где-то продвигаться. Это не неожиданность, разве что возможность, как я сказала, согласовать что-то, подписать, договориться с кем-то. Вот это все будет со знаком плюс. А вот чему сейчас не время? Уходить в отшельника. Быть немножко самому по себе. Нет, нам вот две карты сказали. Тут как обучение, что наше, что кого-то, допустим, мы обучаем. Хоть взаимодействие, хоть вообще общение с людьми. В любом объеме. Для нас как будто, ну, как воздух будут необходимы. А не время отдаляться, абстрагироваться, может быть, от общества, от того круга общения, который для вас стал привычен. Не время начинать какое-то путешествие, словно за своей идеей, назовите, или намерением, целью. Видимо, какие-то более злободневные или более такие, знаете, земные вопросы будут стоять у вас на повестке дня в эту неделю. Поэтому контакты с людьми здесь будут для вас точно важны. Что помогает, давайте узнаем, правосудие. По этой карте, знаете, как... Вот правда, тут может быть и словно вы проводите параллель. Мы говорим, как мы кому-то, так и человек к нам относится. Да? Мы получаем как будто по заслугам или по справедливости. Так мы можем сказать и наоборот, как человек к нам, так и мы ему той же монетой. И здесь вот действительно, вот что есть справедливость. Если какое-то время вы, допустим, делали какие-то попытки к общению, установить какую-то диалоговую, опять же, форму. Тут тоже может быть такое. Или вы сделали какому-то человеку много хорошего и не получили какой-то отклик. Вы можете принять решение, что ну все, хватит, ну сколько может быть. И где-то эта карта еще может говорить, что мы получаем, допустим, если вы прежде сделали что-то хорошо. Вот здесь как будто может быть как и признание. Признание может быть вас как эксперта, как профессионала. Все зависит от того, чем вы занимаетесь. По карте Иерофант мы можем получить новую должность. И, может быть, ваша именно работа, мои дорогие девы, она сейчас будет востребована. Может быть, какая-то острота момента или конкретика времени, обстоятельств, которые вас окружают, вам дают возможность, ну, своего рода подвести этот баланс, получить какую-то как будто, ну, не совсем бонус, может быть, заслугу, признание, такое тоже может быть. Для кого-то из вас это, безусловно,
когда мы честны сами с собой. Вот здесь не должно быть эмоций, больше какой-то, опять же, как и конкретики земной жизни мы говорим, и что есть у нас по факту. Для кого-то из вас, если правда есть вопросы в суде, или какие-то разбирательства, или, ну, вот та область, в которой мы как раз не эксперты, может быть, к примеру, обратиться за консультацией к адвокату, к юристу или еще к какому-либо специалисту, чтобы знать наверняка, как решить тот или иной вопрос или обустроить какое-то дело. Не должно быть недосказанности, не должно быть, что вот да, как по отшельнику, я иду сам и надеюсь только сам на себя. Вот тут как раз аркан справедливости нам может подсказывать. Рядом лежат, обратите внимание, чему сейчас не время и что нам помогает. Два старших аркана. Значит, будут обстоятельства таковы, что, может быть, будет какое-то психологическое наше состояние, как у отшельника. Хочется уйти вот как будто в небытие какое-то, абстрагироваться от окружающих. Ну вот какая-то есть моя правда и все. И не хочу я ничего знать. Будут, видимо, к этому предпосылки какие-то. Но карта нам, тем не менее, говорит, нет, этому не время. Тут надо держать руку на пульсе, четко подмечать, что происходит вокруг, как согласовать какие-то вопросы с учетом закона. Если необходимо, есть на повестке дня какая-то тема, которую нужно тоже обязательно решить. Значит, тогда мы, кстати, как по карте Иерофант, мы должны обратиться к опыту других и узнать, как подобную ситуацию решал кто-то другой, где кто другой набил уже шишек или нашел какие-то грабли, то есть в чем совершил ошибки. Вот мы как будто на ошибках чужих учимся по карте Иерофант, а по карте правосудия, помимо какой-то абстрактной, да, учебы над ошибками, мы еще и должны конкретно знать, как работает закон в отношении нас. Или что последует за моими действиями. Какая-то причинно-следственная связь, она должна быть отслежена. Это как будто нам помогает, мои дорогие. Но тут, правда, не расслабишься. И в глухоту, пустоту уходить точно нельзя. Что скрыто? Звезда. Вы знаете, ну вот как звезда, да, это наши какие-то желания, стремления, может быть, желание осуществить какой-то проект, могут быть как поставленные на паузу, где-то отсроченные на какой-то период времени, а для кого-то из вас вы решите переехать. Может быть, так, опять же, обстоятельства сложатся, что вам придется что-то менять. Старший аркан, мы как будто, знаете, нет тут чего-то нарочито скрытого, это точно. Скорее, карта именно нам дает подсказку в том плане, что если мы с большим где-то оптимизмом, не без этого, смотрим вперед, или что для нас было очень важно, может быть, в предыдущий какой-то период, какие мы себе ставили задачи, перспективы, что мы хотели осуществить. Вот как будто это забывать нельзя. Почему? Потому что вот какая-то добрая мысль в отношении нас самих поможет нам исцелиться. Какое-то вдохновение к нашей мечте поможет как и отдохнуть, так и восстановить душевные силы. Вот для вас, видимо, на этой неделе будет тоже очень важно. Звезда в данном случае, это называется карта «Сияющее напоминание от Вселенной». И как будто Вселенная нам говорит, всему свое время. И даже если что-то у нас становится на паузу, все отстроится. И карта это обещает тоже где-то неспешный, спокойный период. Это варианты потенциального будущего, которые мы, видимо, будем намечать сообразно той обстановке, которая будет на этой неделе. Ну и, наверное, обстоятельствам, в которых вы находитесь. Дела, работа, бизнес, суд. Мои дорогие, вот интересная очень карта, посмотрите, золоченая чаша такая, да, и здесь словно горка пепла, и вот крылья уже видны, да, как будто взмывает ввысь феникс. Вот вы как феникс возрождаетесь из пепла. Карта вообще освобождения от боли, от страданий, от недопонимания. Карта переоценки ценностей не без этого тоже. Значит, какие-то события, у вас много старших арканов, которые вас могли заставить, вынудить. Ну, вообще, вот если предыдущий особенно период был, знаете,
у кого-то как в потемках. Или когда было вроде все понятно, но потом какие-то резкие начали происходить, опять же, во внешней среде перемены, вот мы будем как-то координировать дальше свою жизнь. И у вас это получится, потому что Феникс. И теперь как будто по этой карте с учетом карты звезда, если мы говорим новый путь, размеренность жизни, спокойное какое-то течение жизни уже нам по этим двум картам обещают. И каков бы ни был вот турбулентный, сложный период, мои дорогие, мы будем счастливы. Это правда. Вот вы как раз сумеете из любого хаоса отстроить порядок. Взлететь, наверное, как птица Феникс. Нам не говорят, что именно на этой неделе вы осуществите, хотя у кого-то такое может быть. Но я так думаю, не для всех. Тут словно, знаете, перезагрузка какая-то. Тут какой-то период необходим для либо медленного переосмысления, либо для того, чтобы себе тезис-план хотя бы мысленно набросать, что делать дальше. Опять же, потому что у вас уже 5 старших арканов. Но первый-то у нас говорит об искренних отношениях и где-то об искренней любви. Вот, наверное, это основа всего, мои дорогие девы. Давайте посмотрим, что по финансам на неделю. Ну, деньги точно не тратим. Пятерка жезлов, я ее называю карта информационного хаоса, и в этой колоде это тоже какая-то неразбериха, когда много людей, может быть, вокруг нас, много событий, есть какие-то новости, есть и фейковые новости. Утром сказали одно, днем сказали противоположное что-то. Или один человек доказывает какую-то свою идею, делай так, рядом сидит другой и доказывает, не делай, сделай эдак. Ну вот что-то такое, на что мы не должны повестись. И больше, все же у нас карта Иерофанта, будьте в своих энергиях. Вы как раз, как умеете общаться с сложными людьми, так вы умеете правильно просчитать. И слушайте как и свою интуицию, так и все же живите по своему тезис-плану. Вот в отношении денег, наверное, особенно. Вы как будто лучше всех знаете, что нужно, что не нужно. Ну, где-то, если даже вы человек семейный, значит, или в паре, вы живете общий у вас как бы, да, котел трат, то тогда вот как-то так, может быть, ненавязчиво объяснить вашу позицию, она как будто будет очень правильная именно по финансам. Почему именно следует делать таким образом, как считаете вы? Хотя вам могут возражать. Вот этот есть момент. Личная жизнь. Двойка чаш. Вот в этой колоде карт вообще двойка чаш – это карта любви. Вот нам про любовь, про какие-то искренние, добрые взаимоотношения и радость говорят. Но в этой колоде, обратите внимание, как бы двое, да, ловят эти чаши или наоборот их посылают в пространство. Но пространство темное. Это что обозначает? Вот эта двойка чаш относится к любым взаимоотношениям в этой колоде. Это могут быть личная жизнь и какие-то как новые грани чувственности, проявление любви, заботы, участия, доброты элементарно друг к другу. Но так есть еще и это в нашем окружении элемент. Не просто дипломатия, да, вот как шестерка чаш, а как будто от души, изнутри какое-то добро, или, может быть, наш круг вот таких людей, вы можете их, кстати, пересматривать в этот период. Кому я могу доверять, а кому нет. Но, значит, отфильтровав свое окружение, останутся только те, которые действительно заслуживают вашего внимания, которые как будто проверены, которые понимают вас без слов. Вот очень много будет зависеть от личных отношений, так и взаимоотношений вообще с вашими, ну, наверное, ближайшими людьми. Это могут быть не только родственники, но и друзья или коллеги. Карта совет, девятка чаш. Вы знаете, с деньгами у вас как раз все хорошо. По девятке чаш мы довольны собой. И как раз финансовая какая-то история, денежная. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с недвижимостью, жильем. Конечный эквивалент все равно это у нас финансы, вы останетесь довольны. Но здесь надо как будто что-то распределить очень грамотно. Для кого-то это может означать, кстати, решение, я буду заниматься теперь
либо бизнесом, либо собственным ремеслом, либо развивать свое хобби, либо вот работа на самого себя. Вот эта карта тоже предусматривает. Может быть, обстоятельства так сложились, они вас словно подтолкнут к такому решению. Но так или иначе, карта говорит о том, что мы правильно, как будто деньги будут, но правильно распределиться этими средствами. Нам уже об этом сказала два аркана с учетом карты Иерофант. Для нас будет тоже очень важно. Все-таки финансы – это какая-то стабильность в нашей земной жизни, и вам нужно что-то очень четко и грамотно распределить. Но видите вы все как раз правильно и конкретно на злобу дня и что есть по факту. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.